Всем привет, с вами Светлана. Планируете свой летний отпуск, но не знаете, какой курорт выбрать, чтобы было красиво, комфортно и по бюджету подходило? Я живу в Болгарии уже 11 лет. Специально для вас я подготовила топ лучших морских курортов Болгарии. В этом видео мы рассмотрим все плюсы и минусы каждого курорта, возможные нюансы и свежие цены этого сезона. Оставайтесь со мной, и мы вместе найдем курорт вашей мечты. Только представьте, почти 400 километров великолепного черноморского побережья Болгарии. Это бесконечная череда золотистых пляжей, уютных живописных бухт, современных курортов и очаровательных старинных городов. Каждый со своей душой. Выбор настолько огромен, что глаза разбегаются. И главный вопрос, который наверняка уже возник у вас: куда же именно поехать в Болгарию, чтобы отпуск получился действительно незабываемым? Летний сезон уже буквально стучится в дверь. Официально он стартует 31 мая. В Поморье состоится торжественное открытие, а своего пика достигает в июле-августе. И знаете, этот год обещает быть особенным. Болгария делает еще больший акцент на устойчивое развитие, так что мы можем ожидать еще больше экологических решений и заботы о природе. Усиливается внимание и к культурному разнообразию. Готовятся новые интересные программы и расширяются предложения для тех, кто хочет не просто насладиться солнцем и морем, хотя и это будет великолепно, но и погрузиться в богатейшую историю страны, исследовать уникальные природные и культурные маршруты. Так что даже если вы думаете, что знаете Болгарию вдоль и поперек, готовьтесь к приятным открытиям. И, конечно же, мы не могли обойти стороной самый, пожалуй, животрепещущий вопрос для любого путешественника – цена. Специально для вас я внимательно изучила ценовые тенденции на проживание и услуги, где стало немного дороже по сравнению с прошлым годом, а где, возможно, появилось более выгодные и привлекательные предложения. Всю эту эксклюзивную инсайдерскую информацию я также подготовила для вас. Ну что, чувствуете, как уже запахло морем и приключениями? Тогда не будем терять ни минуты. Прежде чем мы с головой окунемся в наш детальный разбор топ-10 курортов, давайте четко поймем, а почему, собственно, Болгария? Какие неоспоримые плюсы и весомые аргументы ждут вас именно здесь, на этом солнечном побережье? Солнце, море, золотой песок. Мечтаете об идеальном летнем отдыхе, но все еще не решили, куда именно направить свой компас? Что, если я скажу вам, что Болгария – это не просто один из вариантов, а, возможно, идеальное решение для вашего отпуска? И это не пустые слова. Прожив здесь, на этом солнечном побережье целых 11 лет, я прочувствовала все нюансы. Взвесила все за и против, и сегодня я готова поделиться с вами самыми весомыми аргументами в пользу Болгарии, которые помогут сделать правильный выбор. Готовы? Тогда мы начинаем наше путешествие по главным плюсам Болгарии. Аргумент номер 1. Климат и море созданы для наслаждения. Представьте себе, мягкое, ласковое тепло окутывает вас сразу по приезду. В Болгарии, особенно на Черноморском побережье, вас ждет удивительно комфортный климат, без изнуряющей жары или резких суточных перепадов температур. Это значит, что акклиматизация пройдет легко и незаметно, что особенно важно, если вы путешествуете с детьми. А море, это Черное море. Вода в августе прогревается до блаженных плюс 26 градусов. При этом оно не слишком соленое, а его прибрежные воды славятся своим спокойствием и практически полным отсутствием опасных морских обитателей. Это делает купание не просто приятным, а по-настоящему беззаботным. И знаете, купальный сезон здесь щедрый. С начала июня и до самой середины сентября вы сможете наслаждаться солнцем и морем. И вишенка на торте. В этом году Болгария снова бьет рекорды. Целых 30 пляжей и марин, пристани для яхт, отмечены престижным голубым флагом. Это международный знак качества, гарантия чистоты, безопасности и отличной инфраструктуры. Впечатляет, не правда ли? Аргумент номер 2. Душевная близость и невероятная легкость общения. Для многих из вас, дорогие зрители из стран, где кириллица знакома, этот пункт станет огромным плюсом. Большинство болгар прекрасно понимают русский язык, а знакомая кириллица на вывесках в меню ресторанов, на указателях создает удивительно комфортную атмосферу.
Вы не почувствуете себя потерянным иностранцем, вас поймут. Это то самое редкое и ценное сочетание европейского сервиса и радушия, когда чувствуешь себя почти как дома, но при этом на великолепном курорте. Аргумент номер 3. Отдых, который не ударит по карману. Да, друзья, отдых в Болгарии в этом году по-прежнему остается удивительно привлекательным по ценам, особенно если сравнивать с другими популярными европейскими направлениями. При этом качество сервиса, отельная база и общая инфраструктура постоянно растут и улучшаются. Важный практический момент. Доступ на все пляжи в Болгарии абсолютно бесплатный. Вы всегда найдете место под солнцем, чтобы расстелить свое полотенце. Хотите больше комфорта? Пожалуйста, к вашим услугам платные зоны с удобными шезлонгами, широкими зонтами и даже стильными беседками или шатрами. Выбор всегда за вами, и это здорово. Аргумент номер 4. Новые горизонты с Шенгеном и удобства для путешественников из ЕС. Есть отличная новость для тех, кто планирует свой отдых в этом году. С недавним вступлением Болгарии в шенгенскую зону путешествия становятся еще проще. Если вы едете или летите из страны Шенгена, забудьте о паспортном контроле на границе. Это существенная экономия вашего драгоценного времени и нервов. А для тех, кто путешествует из стран Европейского Союза, приятный бонус. Вы пользуетесь внутриевропейским роумингом. Это значит, что вы остаетесь на связи с родными и делитесь впечатлениями в интернете без лишних трат на местные сим-карты. Что касается валюты, то пока официальная валюта – болгарский лев. Но разговоры о возможном переходе на евро становятся все активнее. Будем держать вас в курсе. Аргумент номер 5. Рай для автотуристов и любознательных исследователей. Болгария – страна относительно компактная, с хорошей дорожной сетью и невероятно живописными маршрутами. Если вы цените свободу передвижения и любите открывать новые места, то автомобиль – ваш лучший друг Болгарии. Вы сможете не только насладиться разными пляжами, но и легко добраться до древних городов, таких как Несебр или Созополь. Посетить таинственные монастыри, спрятанные в горах, или исследовать природные заповедники. Расстояния здесь небольшие, а впечатлений море. И, конечно же, с любого курорта вам предложат увлекательные платные экскурсии к знаковым достопримечательностям, если вы предпочитаете организованный отдых. Аргумент номер 6. Гастрономическое путешествие, которое вы не забудете. Болгарская кухня – это не просто еда, это целая культура. Симфония вкусов, основанная на свежайших местных продуктах, овощах, травах и, конечно же, душевном подходе к приготовлению. И это немаловажно, это гастрономическое удовольствие по очень приятным ценам. Обязательно побалуйте себя легендарной баницей, хрустящим слоеным пирогом, чаще всего с сыром, освежающим холодным супом таратор. Идеальное спасение в летний зной. Сочным и ярким шопским салатом, символом болгарской кухни, ароматными кюфте или кебабче, мясными котлетками, приготовленными на гриле. И, конечно же, не упустите шанс попробовать настоящее болгарское кислое мляко, уникальный йогурт, которому приписывают секреты здоровья и долголетия. Поверьте, ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны и потребуют добавки. Итак, друзья, подведем итог этой части. Стоит ли ехать в Болгарию на отдых в этом году? Как вы видите, аргументов «за» более чем достаточно. Это страна, которая мастерски сочетает великолепные пляжи, богатое культурное наследие, душевное гостеприимство и доступные цены. Это место, которое умеет удивлять, очаровывать и дарить по-настоящему качественный, безопасный и запоминающийся отдых. Это все очень вдохновляет, но чтобы ваш выбор стал на 100% верным, я поделюсь с теми важными нюансами болгарского отдыха, о которых не всегда говорят, но об этом чуть позже. Но какой же из многочисленных курортов выбрать, чтобы ваш отпуск на море превзошел все ожидания и идеально подошел именно вам? Ведь у каждого свои предпочтения. Кто-то ищет шумные вечеринки, кто-то тихий семейный уголок, а кто-то идеальные условия для оздоровления. Об этом прямо сейчас. Я подготовила для вас свой эксклюзивный топ-10 лучших морских курортов в Болгарии на этот год, основанный на моем 11-летнем опыте жизни здесь. Готовы узнать, где вас ждут самые чистые пляжи и самые незабываемые впечатления? Тогда давайте начнем. Самое интересное впереди. Наш первый претендент, номер 10 в нашем списке. Но от этого не менее притягательный. Бяла. Этот городок уютно расположился точно посередине между Варной и Бургасом. И знаете, Бяла – это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных жемчужин болгарского побережья. Такой себе секретный уголок, который еще не успели раскрутить на полную катушку. Мы сами, когда исследовали его, были приятно удивлены. Чем же так цепляет Бяла? Первое, что бросается в глаза, это чистота и ухоженность. Такое количество удобных лавочек мы, пожалуй, не видели ни на одном другом курорте, и не только в Болгарии. Здесь есть бесплатные общественные туалеты, бесплатные зоны Wi-Fi,
Мелочи, из которых и складывается комфорт. Городок очень зеленый, спокойный, с постоянным населением чуть больше 2000 человек. Да, это настоящий оазис тишины и покоя, что дарит невероятно чистый воздух, пляжи и природа. Бяла привлекает своими живописными пляжами и прозрачным морем. Побережье здесь скалистое, с множеством небольших уютных бухт. Это, с одной стороны, немного ограничивает протяженность сплошной пляжной полосы, но, с другой, создает невероятно красивые, уединенные пейзажи. Интересное наблюдение: за последние 3 года дно на центральном пляже заметно изменилось. Если раньше встречались крупные камни, то сейчас это мягкий, приятный песок, иногда с ракушками. Мы даже специально сравнили кадры, и отличная новость этого года. Пляж Бяла-Юг получил голубой флаг. Структура городка и где лучше остановиться. Бяла условно делится на 3 части. Центральная часть в районе муниципалитета и вниз к морю. Здесь основная жизнь, магазины, кафе. Южная часть у мыса Святой Атанас. Она поменьше. Здесь находится главная местная достопримечательность. Позднеантичная крепость, но инфраструктуры тут почти нет. Северная часть. Ее бы мы рекомендовали для отдыха в последнюю очередь. Инфраструктуры здесь минимум. Самые большие перепады высот, и добираться до центра, хоть он и ближе, чем от южной части, придется с преодолением подъемов. Плюсы Бялы: чистота, ухоженность и наличие удобств. Скамейки, урны, бесплатные туалеты, Wi-Fi. Спокойно умиротворяющая атмосфера, идеальна для релакса. Неожиданно приятные цены на жилье в этом сезоне. Наличие голубого флага на пляже. Интересная историческая достопримечательность. Крепость на мысе Святой Атанас. Минусы: то, к чему быть готовым. Растущая популярность. Если 3 года назад здесь было очень тихо и малолюдно, то сейчас людей стало заметно больше, особенно в сезон. Могут возникнуть проблемы с парковкой. Рельеф. На пляж в большинстве мест нужно спускаться по ступенькам, хоть и удобным. В самом городе тоже есть перепады высот, хотя и не такие критичные, как в некоторых других курортах. Автовокзал на момент съемок находился в состоянии ремонта, что может создавать временные неудобства. Ограниченный выбор развлечений и отелей высокого класса. Здесь нет 5-звездочных отелей и системы «все включено». Питаться придется либо в местных кафе и ресторанчиках, либо готовить самостоятельно. Практическая информация и цены. Жилье. А вот здесь Бяла преподносит приятный сюрприз. Цены на проживание этим летом стартуют всего от 18 евро за ночь, что почти на 30% дешевле, чем в прошлом году. Было от 26 евро. Даже в отеле на первой линии можно найти варианты от 40 евро. В прошлом году от 35 евро. Питание. Как я уже сказала, все включено здесь не найти. Рассчитывайте на местные ресторанчики или самостоятельную готовку. Продукты можно купить в небольших магазинчиках. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Бяла привлекает и тех, кто ищет недвижимость в спокойном месте у моря. Цены здесь пока еще достаточно демократичные. Небольшие однокомнатные апартаменты-студии можно найти от 40 тысяч евро, а двухкомнатные от 45 тысяч евро. Кому идеально подойдет Бяла? Этот курорт – настоящая находка для тех, кто ищет максимального релакса, тишины и уединения. Семей с детьми, ценящих спокойствие, чистый воздух и природу. Но учитывайте спуски к пляжу. Бюджетных путешественников, особенно в этом году с такими ценами на жилье. Любителей природы и неспешных прогулок. А мы двигаемся дальше, и на очереди у нас курорт Созополь. Это не просто курорт, это настоящая машина времени, расположенная к югу от Бургаса. Представьте, городок, основанный древнегреческими мореплавателями еще в 7 веке до нашей эры. Что же такое Созополь сегодня? Он очень напоминает знаменитый Несебр своей атмосферой. Здесь есть свой потрясающий старый город с узкими мощеными улочками, по которым можно бродить часами. Старинные деревянные дома, остатки древних крепостных стен, уютные церквушки и художественные галереи. А еще большая марина, где покачиваются на волнах яхты и рыбацкие лодки. Это место с невероятной творческой, немного богемной аурой. Пляжи и море. Созополь гордится своими пляжами. Вода здесь, как правило, очень чистая. Песок мелкий, золотистый, очень приятный на ощупь. Вход в море преимущественно пологий, что просто идеально для семей с маленькими детьми. И не зря этим летом, как и в прошлом году, сразу 2 главных пляжа – Созополь Централен и Созополь Харманиты – удостоены престижного голубого флага. На пляжах, конечно, есть и водные аттракционы для любителей активного отдыха. Рядом с городом расположены 2 живописных острова – Святого Ивана и Святого Петра, куда можно сплавать на лодочке на экскурсию. Это отдельное маленькое приключение.
Плюсы Созополя. Неповторимая атмосфера старого города и богатая история. Отличные чистые пляжи, отмеченные голубым флагом. Развитая инфраструктура – это полноценный, хоть и небольшой город со всем необходимым. Магазины, аптеки, медпункты, множество кафе, ресторанов на любой вкус и кошелек. Есть даже клубы и небольшой базар. Возможно, для интересных экскурсий, например, в колоритное болгарское этносело неподалеку или даже в Стамбул. Минусы и то, к чему быть готовым. Рельеф. Вот тут, друзья, предупреждаю, Созополь раскинулся на холмах. Так что готовьтесь к вынужденному фитнесу. Подъемы и спуски здесь обычное дело. Людям с ограниченной подвижностью или с очень маленькими детьми в колясках может быть не всегда комфортно перемещаться по некоторым частям города, особенно в старом городе. В пик сезона июль-август в старом городе и на популярных пляжах бывает довольно многолюдно. Практическая информация и цены. Лайфхак для бюджетных туристов. В городе работают сетевые супермаркеты Билла и Lidl, где можно купить продукты по адекватным ценам. Цены на пляжах. Аренда зонтика обойдется примерно в 10 левов, около 5 евро. Шезлонг также 10 левов. Жилье. Этим летом цены на проживание немного подросли. Самые бюджетные варианты стартуют от 38 евро за ночь. В прошлом году было от 35 евро, что примерно 8-10% выше. Если говорить о системе «Все включено», то, например, в отеле 3 звезды цена указана за двоих взрослых. В пик сезона будет стоить от 142 евро в сутки. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Созополь – популярное место, и спрос на жилье здесь стабильно высокий. Предложений на рынке достаточно. Около 1000 апартаментов выставлено на продажу. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты студии начинаются примерно от 42 200 евро, на двухкомнатные от 60 тысяч евро. Кому идеально подойдет Созополь? Это место станет настоящей находкой для ценителей истории, романтики и атмосферных прогулок. Семей с детьми, благодаря отличным пляжам и плавному входу в море, если не пугают холмы. Пар и молодоженов, ищущих красивое и уютное место. Людей творческих профессий. Здесь невероятное вдохновение. Возможно, он меньше подойдет тем, кто ищет исключительно тусовочный отдых с утра до ночи или предпочитает идеально ровный ландшафт. Следующая наша остановка – уникальный город-курорт Поморье. Его старая часть, как и у Несебра или Созополя, живописно располагается на узком скалистом полуострове, который на 3,5 километра уходит в море. Но главная слава Поморья связана не только с его древней историей, но и с уникальными природными лечебными факторами. Чем уникально Поморье? Поморье – это прежде всего известный бальнеологический центр. Здесь находится Поморийское соленое озеро, вода в котором по концентрации соли не уступает Мертвому морю, а поморийская лечебная грязь и луга используются для лечения опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы и многого другого. Многие отели здесь имеют свои медицинские центры. Важный плюс для повседневной жизни – отсутствие перепадов высот, что делает передвижение по городу очень комфортным. А для экономных туристов приятным бонусом станет наличие в городе сетевых супермаркетов Билла и Lidl, где можно покупать продукты по обычным ценам. Пляжи и море. Пляжи в Поморье имеют одну особенность. Песок здесь темного цвета, местами почти черный. Это связано с высоким содержанием железа и других минералов, которые считаются полезными. Он хорошо прогревается на солнце. Вход в воду пологий, что подходит для детей. Пляж Поморье Восток отмечен голубым флагом. Плюсы Поморья. Уникальные возможности для оздоровления и лечения. Лечебная грязь, соленое озеро. Ровный ландшафт, удобный для прогулок и для людей с ограниченной мобильностью. Наличие крупных сетевых супермаркетов. Более спокойная и аутентичная атмосфера живого города, а не только туристического курорта. Хорошие пляжи с полезным темным песком, один из которых с голубым флагом. Минусы и то, к чему быть готовым. Специфический цвет песка. Темный песок на пляжах может понравиться не всем, кто привык к классическому золотистому. Меньше развлекательной инфраструктуры по сравнению с крупными молодежными курортами. Акцент здесь больше на здоровье и спокойном отдыхе. Запах сероводорода. Вблизи Лиманного озера иногда может ощущаться специфический запах сероводорода от лечебной грязи, но к нему обычно быстро привыкаешь. Да и говорит он о природной активности этих лечебных факторов. Практическая информация и цены. Жилье. Цены на проживание в Поморье этим летом начинаются от 36 евро за двухместное
двухкомнатный номер. В прошлом году от 32 евро. В отеле на первой линии можно найти варианты от 42 евро. Было 35 евро в прошлом году. А вот двухместный номер по системе «Все включено» здесь обойдется заметно дороже. От 185 евро в сутки. В прошлом году от 143 евро. Что говорит о спросе на такой тип отдыха в сочетании с лечением. Супербюджетный лайфхак. По морю также можно найти целые апартаменты. Например, через Airbnb. От 31 евро за ночь на двоих. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Поморье привлекает для покупки недвижимости тех, кто ценит его лечебные факторы и спокойный ритм жизни. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты студии здесь начинаются примерно от 40 тысяч евро, а на двухкомнатные от 60 тысяч евро. Кому идеально подойдет Поморье? Этот курорт станет отличным выбором для людей, желающих совместить отдых на море с лечением и оздоровлением. Семьи с детьми, благодаря пологим пляжам и спокойной атмосферой. Пожилых людей и тех, кто ценит комфорт передвижения, ровный ландшафт. Туристов, предпочитающих атмосферу настоящего жилого города, а не изолированного курортного комплекса. Экономных путешественников, которые могут пользоваться услугами обычных городских магазинов. А мы двигаемся дальше. И на очереди у нас курорт с поистине драгоценным названием «Золотые пески». Расположенный чуть севернее Варны, это один из самых известных и крупных курортов Болгарии. И свое имя он получил не случайно. Что же такое «Золотые пески» сегодня? Это настоящий эпицентр веселья и активной жизни. Курорт буквально утопает в зелени живописного природного парка «Золотые пески», где расположены пешеходные маршруты для любителей природы. Но главная его слава – это, конечно, бурная дневная и ночная жизнь. Огромный выбор кафе, ресторанов на любой вкус, баров, дискотек и клубов, где веселье не стихает до самого утра. Есть небольшой парк аттракционов. Пляж и море. Пляжная полоса здесь впечатляет почти 4 километра в длину. И песок действительно имеет характерный золотистый оттенок. Пляж Златни Пясицы также гордо носит международный голубой флаг. Но есть нюансы. Золотые пески – это открытое море. Здесь нет защищенных бухт, поэтому волны тут бывают чаще и могут быть довольно сильными. Также вход в море не пологий. Местами глубина нарастает быстро уже у берега. Это стоит учитывать семьям с маленькими детьми. Плюсы золотых песков. Шикарный длинный пляж с золотистым песком. Невероятно развита инфраструктура для развлечений. От ресторанов до ночных клубов. Красивый природный парк вокруг, где можно прогуляться и отдохнуть от шума. Близость к Варне. Легко добраться на городском автобусе. Наличие интересных достопримечательностей поблизости, таких как скальный монастырь Ладжа или часовня святого Иоанна Крестителя. Большой выбор экскурсий в разные уголки Болгарии и даже за рубеж. Минусы и то, к чему быть готовым. Шум и активность. Если вы ищете тихий, уединенный отдых, Золотые пески, скорее всего, не ваш вариант, особенно в центральной части курорта. Рельеф. Как и во многих прибрежных зонах Болгарии, если ваш отель находится не на первой линии, то дорога с пляжа, скорее всего, будет идти в гору. Цены внутри курорта. В магазинчиках и некоторых заведениях непосредственно на Золотых песках цены могут быть несколько завышены. Особенности моря. Более частое волнение и быстрый набор глубины. Важно для отдыхающих с маленькими детьми. Практическая информация и цены. Лайфхак для экономии на продукты. Покупайте необходимое в крупных сетевых супермаркетах в Варне. Добраться туда можно на городских автобусах номер 9, 109 или 409. Цена билета на такой автобус около 1 евро за поездку в одну сторону. При покупке через мобильное приложение Ticket Varna часовой билет может обойтись всего в 50 евроцентов, что очень выгодно. Цены на пляжах. Здесь немного выше, чем в Созополе. Зонтик 6 евро. Шезлонг также 6 евро. Жилье. Цены на размещение здесь также подросли. Бюджетные варианты начинаются от 36 евро за ночь. В прошлом году от 33 евро, что примерно на 9-10% выше. А вот отели на первой линии показали более заметный рост. Если в прошлом году можно было найти номер от 33 евро, то этим летом цены стартуют уже от 48 евро. То есть почти на 45% дороже. Двухместный номер по системе «Все включено» в отеле 3 звезды в пик сезона обойдется от 94 евро в сутки. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. На Золотых песках также большой выбор предложений жилья, как для отдыха, так и для постоянного проживания. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты студии начинаются примерно от 32 тысяч евро, а на двухкомнатные от 70 тысяч евро. Кому идеально подойдут Золотые пески?
Этот курорт – настоящая мекка для молодежи и всех, кто жаждет активной ночной жизни, тусовок и новых знакомств. Тех, кто ценит сочетание пляжного отдыха с возможностью прогулок на природе, благодаря парку. Туристов, которым важна близость к большому городу – Варна, с его инфраструктурой и аэропортом. Семьям с очень маленькими детьми или тем, кто ищет абсолютную тишину и спокойствие, стоит рассматривать другие варианты или выбирать отели в более удаленных и тихих частях курорта. Следующая наша остановка – Бургас. Это 4-й по величине город Болгарии. Привлекательный, ухоженный, с активно развивающейся инфраструктурой. Бургас – это не только курорт, но и важный экономический и транспортный узел. Что предлагает Бургас туристам? Прежде всего, это ключевой транспортный хаб. Здесь расположен крупный морской порт, международный аэропорт, а также железнодорожный и современный автобусный автовокзалы, связывающие побережье со всей страной и зарубежьем. В самом городе вас ждут большие торговые центры и колоритные рынки, оперный театр, несколько интересных музеев. Конечно, все крупные сетевые продуктовые магазины здесь присутствуют. Билла, Лидл, Кауфланд, Метро. Главное место для отдыха и прогулок – огромный тенистый приморский парк «Морская Крадина», который тянется вдоль моря на несколько километров и плавно переходит в набережную и городской пляж. На пляже в Бургасе песок имеет характерный темный сероватый оттенок, что создает ощущение, будто вы отдыхаете на пляже вулканического острова. Для активных туристов работают сервисы проката скутеров и велосипедов. Плюсы Бургаса – отличная транспортная доступность, аэропорт, ЖД-вокзал, автовокзал, развитая городская инфраструктура, шопинг, культура, все необходимые услуги, великолепный и очень большой приморский парк для прогулок и отдыха, протяженный городской пляж, более доступные цены на проживание и повседневные расходы по сравнению с некоторыми чисто курортными зонами. Минусы и то, к чему быть готовым. Близость нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» «Нефтохим», хотя он находится на некотором удалении и современные технологии минимизируют воздействие для некоторых туристов, это может быть психологическим фактором. Это в первую очередь крупный город и порт, а уже потом курорт. Если вы ищете уединенной атмосферы маленького курортного городка, Бургас – это не тот вариант. Нет отелей с системой «все включено». Город ориентирован больше на самостоятельных туристов и тех, кто предпочитает питаться в городских кафе и ресторанах или готовить самим. Практическая информация и цены. Жилье. Цены на проживание этим летом довольно стабильны, даже с небольшим снижением для стартовых предложений. Двухместный номер можно найти около 33 евро. В прошлом году было от 34 евро. В отеле на первой линии с видом на море цены начинаются от 88 евро. Как я уже упомянула, отелей с опцией «все включено» здесь нет. Супер бюджетный лайфхак. Бургас – большой город, и здесь всегда можно найти доступное жилье, если поискать. Обратите внимание на апартаменты через сервисы вроде Airbnb или Booking, особенно в жилых кварталах чуть дальше от самого центра и Приморского парка. Нередко можно найти отличные варианты от 30-35 евро за ночь на двоих. Питание. Огромный выбор от недорогих кафе до ресторанов с изысканной кухней. Плюс все сетевые супермаркеты для самостоятельной готовки. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Бургас – активно развивающийся город, привлекательный для постоянного проживания и инвестиций. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты в студии здесь начинаются примерно от 45 тысяч евро, а на двухкомнатные от 53 тысяч евро. Кому идеально подойдет Бургас? Этот курорт станет отличным выбором для самостоятельных путешественников, ценящих мобильность и доступ к транспортным узлам, любителей совмещать пляжный отдых с городской жизнью, шопингом, культурными мероприятиями, прогулками по оживленным улицам, тех, кто ищет более длительного проживания с возможностью пользоваться всеми благами большого города, людей, для которых важна развита инфраструктура и наличие крупных магазинов. А теперь сразу после шумного Бургаса мы переместимся к курорту Свети Влас или Святой Влас. Это место часто неофициально называют болгарским Сент-Тропе, и не зря. Расположенный у подножия южного склона горы Старая Планина, он предлагает уникальное сочетание горного и морского воздуха. Чем очаровывает Свети Влас? Святой Влас – это действительно курорт, который радует глаз. Ухоженные территории, красивая архитектура, а главное его украшение – великолепная яхтенная пристань Марина Диневи, где швартуются роскошные яхты. В центре курорта находится красивая действующая церковь Святого Власия, покровителя города. Атмосфера здесь более размеренная, элегантная и ориентированная на семейный и респектабельный отдых, пляжи и море.
И в этом году Светивлас подтверждает свой высокий класс. Все 3 пляжа новые, Восток и Центральный, получили престижное международное отличие «Голубой флаг». Пляжи здесь песчаные, хорошо оборудованные, вода чистая. Плюсы Святого Власа. Более престижная, спокойная и утонченная атмосфера по сравнению с Солнечным берегом. Красиво ухоженная территория и великолепная яхтенная марина. Все пляжи отмечены голубым флагом. Уникальный микроклимат благодаря сочетанию горного и морского воздуха, который считается особенно полезным. Хорошо подходит для семейного отдыха и для тех, кто ценит комфорт и красоту. Удобное транспортное сообщение. Автобусная линия связывает Световлас с Солнечным берегом и Несебром. А в Несебро можно добраться и по морю на таких вот симпатичных корабликах. Минусы и то, к чему быть готовым. Рельеф. Для отелей и апартаментов, находящихся дальше от моря, характерен перепад высот. Так что по дороге с пляжа, скорее всего, придется подниматься в гору. Цены. В целом, Светивлас считается более дорогим курортом, чем многие другие в Болгарии, хотя и здесь можно найти варианты. Менее активная ночная жизнь. Если вы ищете шумных дискотек до утра, то вам скорее на Солнечный берег, здесь отдых более спокойный. Практическая информация и цены. Лайфхак для покупок. Продукты можно купить в местных супермаркетах «Меркурий» и «Диамант». А недавно на въезде в курорт открылся и сетевой магазин Lidl, где цены без курортных наценок. Цены на пляжах. Аренда зонтиков обойдется примерно в 8 левов, около 4 евро. Шезлонг также 8 левов. Чуть дешевле, чем на Солнечном берегу. Жилье. Цены на проживание здесь также показывают тенденцию к росту. Самые доступные варианты стартуют от 36 евро за ночь. В прошлом году было от 27 евро, что почти на 30% выше. Двухместный номер по системе «Все включено» будет стоить от 132 евро за ночь. В прошлом году от 120 евро. Супербюджетный лайфхак. Можно найти целый апартамент, например, через Airbnb, от 27 евро за ночь на двоих. Правда, будьте готовы, что это, скорее всего, будет комплекс, расположенный довольно далеко от моря. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Световлас очень популярен для покупки второго дома или апартаментов для отдыха, благодаря своей репутации и качеству застройки. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты студии здесь начинаются примерно от 35 тысяч евро, а на двухкомнатные от 45 тысяч евро. Кому идеально подойдет Световлас? Этот курорт станет прекрасным выбором для семей с детьми, ценящих комфорт, безопасность, чистые пляжи и более спокойную атмосферу. Пар и людей, ищущих респектабельный, красивый отдых без лишней суеты. Владельцев яхт и любителей морских прогулок. Тех, кто ценит сочетание горного и морского воздуха и красивых пейзажей. Людей, которые хотят быть рядом с активным Солнечным берегом, но жить в более спокойном и элегантном месте. А теперь, друзья, держитесь крепче, потому что мы отправляемся на самый большой, самый известный и, пожалуй, самый тусовочный курорт Болгарии – Солнечный берег. Если вы слышали о Болгарии, то наверняка слышали и о нем. Этот гигант раскинулся на берегу просторного залива в форме полукруга и уже давно заслужил славу болгарской Ибицы. Что же такое Солнечный берег сегодня? Это настоящий город развлечений. Здесь вас ждет максимальная концентрация баров, клубов, дискотек и ресторанов на любой вкус и кошелек, особенно ориентированных на молодежь. Бурная ночная жизнь здесь не просто есть, она кипит до самого рассвета. Для любителей активных развлечений поблизости целых 2 больших аквапарка и 1 мини-аквапарк. А в самом центре курорта лунопарк и ближе к Святому Власу еще 1 парк аттракционов. Транспортное сообщение тоже на высоте. Есть действующий автовокзал, откуда можно уехать в разные города и, конечно, развито такси. Главный плюс – пляж. Пляжная полоса Солнечного берега – это его главное достояние. Она вытянулась почти на 8 километров и полностью оправдывает солнечное название курорта. С мая по октябрь здесь в среднем около 1700 солнечных часов. Песок мелкий, золотистый, а вход в море очень пологий, что идеально подходит для отдыха с маленькими детьми. И что особенно радует этим летом, все 3 основные части пляжа – север, центр и юг – традиционно получили международное экологическое отличие «Голубой флаг». И еще плюсы Солнечного берега. Невероятный выбор развлечений на любой вкус и возраст, от аквапарков до ночных клубов. Широчайший выбор вариантов проживания, от бюджетных апартаментов до хороших отелей. Развитая инфраструктура, магазины, рестораны, транспорт. Атмосфера праздника для тех, кто это любит. Минусы – то, к чему быть готовым. Шум и многолюдность.
В пик сезона с июля по август Солнечный берег превращается в настоящий муравейник. Если вы ищете тишины и уединения, вам точно не сюда, а особенно в центральную часть. Масштабы. Курорт действительно очень большой. Если ваш отель или апартаменты находятся далеко от пляжа или центра, придется много ходить. Не для всех. Атмосфера безудержного веселья может подойти не каждой семье или паре, ищущей спокойного отдыха. Практическая информация и цены. Лайфхак для экономных. Продукты можно покупать не только в маленьких курортных магазинчиках, где цены могут быть выше, но и в крупных супермаркетах поблизости, таких как «Младость» или «Жанет», с огромным ассортиментом, а также в сетевом магазине Lidl. Цены на пляжах. Аренда зонтика обойдется примерно в 10 левов, около 5 евро. Шезлонг также 10 левов. Жилье. Этим летом цены заметно подросли. Самые бюджетные варианты в отелях стартуют от 31 евро за двухместный номер. В прошлом году было от 24 евро, что почти на 30% выше. Двухместный номер по системе «Все включено» будет стоить от 100 евро. В прошлом году от 83 евро. Супер бюджетный лайфхак. Можно найти целые апартаменты, например, через Airbnb, от 13 евро за ночь на двоих. Правда, будьте готовы, что это скорее всего будет комплекс, расположенный довольно далеко от моря, буквально в поле, за основной территорией и курорта. При бронировании любого жилья всегда обращайте внимание на расстояние до пляжа. От этого сильно зависит цена. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Солнечный берег предлагает огромный выбор недвижимости, но цены сильно зависят от расположения. Небольшие однокомнатные апартаменты, студии на большом удалении от моря можно найти по ценам от 22 тысяч евро, а двухкомнатные от 37 тысяч евро. Ближе к морю и в более престижных комплексах цены будут значительно выше. Кому подойдет Солнечный берег? Этот курорт просто рай для молодежи со всего мира, жаждущей тусовок, новых знакомств и активной ночной жизни. Любителей шумного, активного отдыха с огромным выбором развлечений. Семьи с детьми, которые ценят хороший пляж с пологим входом и обилие детских развлечений. Но лучше выбирать отели чуть в стороне от самых шумных улиц. Для тех, кто ищет максимально широкий выбор вариантов проживания, от ультрабюджетных до вполне комфортабельных. Следующий в нашем списке курорт, который стоит особняком, это Албена. Это не просто набор отелей, а целый курортный комплекс закрытого типа, на въезде в который вас встретят шлагбаумы. Албена имеет богатую историю и высокий статус. В свое время здесь отдыхали такие мировые знаменитости, как Индира Ганди и Фидель Кастро. Сегодня Албена позиционируется как престижный, экологически чистый и семейный курорт. Что такое Албена сегодня? На огромной, прекрасной, озелененной территории Албены есть практически все для комфортного и разнообразного отдыха. Небольшие магазины, стадион, множество теннисных кортов, конная база для любителей верховой езды, современные спортзалы, картинг, трасса и даже собственный, очень популярный аквапарк «Аквамания». Особое внимание здесь уделяется здоровью. Есть прекрасный спа-центр, а на территории расположены бюветы с бесплатной минеральной водой. Для удобства передвижения по курорту курсируют специальные маленькие электрические поезда и бесплатные электрошаттлы от парковок. А если вы захотите уединения с природой, рядом находится заповедник Балтата, где можно погулять в тени вековых деревьев. На всей территории курорта работает бесплатный Wi-Fi. Пляж – гордость Албены. Пляж в Албене – это что-то невероятное. Его длина составляет более 5 километров, а ширина достигает 150 метров. Настоящее океанское побережье. Мелкий, чистейший песок, пологий и безопасный вход в воду, что идеально для маленьких детей. Неудивительно, что пляж Албены ежегодно удостаивается голубого флага. На наш взгляд, это если не самый лучший, то однозначно один из лучших пляжей во всей Болгарии. Плюсы Албены. Исключительный по качеству, ширине и чистоте пляж. Высокий уровень безопасности и организации. Закрытая территория. Огромное количество развлечений и спортивных активностей прямо на территории. Акцент на экологию, здоровье и семейный отдых. Минеральная вода, спа, заповедник. Удобный внутренний транспорт. Приятный сюрприз этого года. Цены на все включено стали ниже, чем в прошлом году. Минусы и то, к чему быть готовым. Высокий ценовой сегмент. Албена – это курорт не для бюджетного туриста. Цены на проживание и услуги здесь выше среднего по Болгарии. Платный эскалатор. Эскалатор, который раньше бесплатно связывал центральную часть курорта с пляжем, в этом году, к сожалению, стал платным. Парковка. Если вы приезжаете на своем автомобиле, бесплатное пребывание на территории курорта ограничено 30 минутами. За более длительную парковку придется заплатить от 4 до 10 евро в сутки, в зависимости от удаленности парковочной зоны от пляжа. Морские обитатели. Иногда в прибрежных водах можно встретить
10 мелких морских рачков-бокоплавов, гоморусов. Они могут слегка покусывать, что не очень приятно для людей с чувствительной кожей. С другой стороны, их присутствие – это верный признак чистой морской воды. Практическая информация и цены. Жилье. Как я уже отметила, Албена курорт не из дешевых. Цены на номера в отелях этим летом стартуют от 100 евро за ночь только с завтраком. А вот система «Все включено» в этом году приятно уделяет. Двухместный номер можно найти от 109 евро, тогда как в прошлом году было от 125 евро. Это заметное снижение. Экскурсии. Несмотря на закрытость комплекса, отсюда организуются экскурсии, например, на живописный мыс Калякра или в скальный монастырь Аладжа. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Албена – это в первую очередь курортный комплекс с отелями, виллами и апартаментами, управляемыми централизованно. Возможности для покупки частной недвижимости здесь ограничены. Кому идеально подойдет Албена? Этот курорт – прекрасный выбор для семей с детьми всех возрастов. Здесь для них созданы идеальные условия. Безопасность, лучший пляж, масса развлечений. Тех, кто ценит высококачественный, комфортный и несколько обособленный отдых. Людей, ориентированных на оздоровление и СПА-процедуры. Любителей активного отдыха и спорта. Скорее всего, Албена не подойдет для экономных туристов-одиночек или молодежи, ищущей бурной ночной жизни за пределами отеля. Подбираемся к финалу нашего списка, и мы перемещаемся в место, дышащее историей, настоящую жемчужину болгарского побережья, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Легендарный Несебр. Это один из древнейших городов не только Болгарии, но и всей Европы, основанный более 5000 лет назад. Старый город против нового города. Несебр условно делится на две совершенно разные части. Старый город, расположенный на живописном скалистом полуострове, соединенном с материком узким перешейком. Это музей под открытым небом. Невероятное скопление средневековых церквей, руин античных сооружений, старинных домов с деревянными эркерами, узких брусчатых улочек. Атмосфера здесь просто волшебная, особенно вечером. В старом городе есть и свой небольшой, очень колоритный пляжик. Новый город находится уже на материке. Это современная часть с отелями, жилыми домами, магазинами, ресторанами и основной туристической инфраструктурой. Именно здесь расположены главные пляжи Несебра. Пляжи и море. Несебр может похвастаться хорошими песчаными пляжами. Один из них, Несебр-Юг, ежегодно получает голубой флаг за чистоту и благоустроенность. Этот пляж находится в новой части города. Плюсы Несебра. Уникальная историческая атмосфера старого города. Объект ЮНЕСКО. Это место, где должен побывать каждый. Возможность совместить пляжный отдых с насыщенной культурной программой. Множество музеев, церквей, археологических находок. Относительно доступны цены в новом городе, как на жилье, так и в заведениях общепита, вопреки ожиданиям от столь знаменитого места. Красивые виды и возможности для фотосессий. Близость к солнечному берегу для тех, кто захочет окунуться в более бурную курортную жизнь. Минусы и то, к чему быть готовым. Старый город может быть невероятно многолюдным, особенно в разгар сезона днем. Чтобы насладиться его магией, лучше приходить рано утром или вечером. Проживание в старом городе. Это в основном небольшие бутики-отели или частные дома. Их не так много, и цены могут быть выше, чем в новом городе. К тому же въезд на автомобиле в старый город ограничен. Основные пляжи и более современная инфраструктура находятся в новом городе, до которого из старого нужно пройтись по перешейку. Практическая информация и цены. Жилье в новом городе. Цены этим летом стартуют от 21 евро за двухместный номер, что сопоставимо с прошлым годом. А вот отели на первой линии показывают рост. Если в прошлом году можно было найти номер от 31 евро, то этим летом цены начинаются от 47 евро. Двухместный номер по системе «Все включено» в отеле 3 звезды обойдется от 117 евро в сутки. В прошлом году от 110 евро. Питание. В новом городе большой выбор кафе и ресторанов на любой бюджет. В старом городе заведения часто с более высоким ценником и рассчитаны на туристов, но можно найти и уютные места с хорошей кухней. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Несебр, особенно его новая часть и прилегающие районы, популярны для покупки недвижимости. Здесь хороший выбор предложений. Цены на небольшие однокомнатные апартаменты студии начинаются примерно от 35 тысяч евро, а на двухкомнатные от 45 тысяч евро. Кому идеально подойдет Несебр? Этот удивительный город-курорт станет идеальным выбором для любителей истории, древности, экскурсий и музеев. Здесь для вас настоящий рай.
романтичных пар, ищущих атмосферные прогулки и красивые закаты, ценителей красивой архитектуры и уникальной атмосферы, гурманов, желающих отведать блюда в многочисленных ресторанчиках старого города, тех, кто хочет совместить культурный отдых с пляжным, выбирая проживание в новом городе или поблизости. Возможно, Несебр, особенно старый город, будет менее удобен для семей с очень маленькими детьми из-за брусчатки и многолюдности, а также для тех, кто ищет исключительно уединенный пляжный релакс вдали от туристических потоков. И, наконец, завершает наш сегодняшний топ-10 северная жемчужина, морская столица Болгарии Варна. Этому городу более 2500 лет, и он умело сочетает в себе богатое историческое наследие с динамикой современного мегаполиса. Чем живет и дышит Варна? Варна отличается от других прибрежных городов своей масштабной культурной жизнью и обилием достопримечательностей. Здесь множество музеев, включая знаменитый археологический музей, где хранится старейшее обработанное золото в мире. Несколько театров, кинотеатров, крупные торговые центры. Для семейного отдыха дельфинарий, единственный на Балканах. Небольшой аквапарк, парк аттракционов и зоопарк. Жемчужина Варны – это ее приморский парк «Морская градина», который считается самым большим благоустроенным парком на Балканах. Он протянулся на многие километры вдоль моря и является любимым местом отдыха горожан и туристов. Как и в Бургасе, здесь есть все сетевые супермаркеты Билла, Lidl, Kaufland, Metro и колоритные городские рынки. Активно работают сервисы проката скутеров и велосипедов. Пляжи Варны. Пляжи Варны, а их около 10, занимают порядка 8 километров и тянутся вдоль всей береговой линии города. Большинство из них песчаные и хорошо подходят для семейного отдыха с детьми. Важный момент по голубым флагам. Непосредственно на городских пляжах Варны голубых флагов нет. Однако ближайшие пляжи, удостоенные этого знака отличия, находятся совсем рядом. Это пляжи курорта Солнечный день. Севернее города легко добраться на городском автобусе. И пляж у Хижа Черноморец, южнее Варны. Сюда можно добраться на автомобиле. Цены на пляжные удобства в самой Варне остались на уровне прошлого года, около 2,5 евро, примерно 5 левов, за зонтик или шезлонг. Плюсы Варны. Богатейшая культурная программа и множество достопримечательностей. Огромный и красивейший Приморский парк. Развита инфраструктура большого города. Шопинг, развлечения, медицина, образование. Широкий выбор пляжей на любой вкус. Большое разнообразие вариантов проживания от хостела до роскошных вилл и апартаментов. Атмосфера живого, дышащего историей и современностью города. Минусы – то, к чему быть готовым. Городские пляжи могут быть многолюдными, и вода на них не всегда такая же кристально чистая, как на уединенных курортных пляжах. Отсутствие голубых флагов в черте города для кого-то может быть минусом. Это крупный город и порт со всеми вытекающими. Плотный график, шум в центральных районах. Для получения опыта классического курортного отдыха с голубым флагом придется выезжать на ближайшие курорты-спутники. Практическая информация и цены. Жилье. В Варне огромный выбор жилья. Цены на размещение этим летом начинаются от 27 евро за двухместный номер, в прошлом году от 28 евро. В отеле на первой линии цены стартуют от 54 евро, в прошлом году было от 32 евро, заметный рост. Для любителей кемпинга участок под палатку можно найти по цене около 21 евро за ночь. А вот все включено в Варне удовольствие не дешевых. Двухместный номер в отеле 3 звезды по такой системе будет стоить от 222 евро в сутки. Питание. Безграничный выбор. От уличной еды и недорогих кафешек до ресторанов высокой кухни. Для тех, кто решит остаться здесь надолго. Недвижимость. Варна, как морская столица и крупный экономический центр, предлагает очень разнообразный рынок недвижимости. Как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Здесь можно найти все. От студий и новых комплексов, и квартир в исторических зданиях до домов и вилл в природных районах. Цены сильно варьируются в зависимости от района, типа жилья и близости к морю. Кому идеально подойдет Варна? Этот город-курорт станет прекрасным выбором для людей, которые любят совмещать пляжный отдых с насыщенной городской и культурной жизнью. Тех, кто ценит наличие большого выбора развлечений, магазинов, ресторанов. Молодежи и студентов. В Варне много университетов. Семей, которые хотят иметь доступ ко всем городским удобствам, включая парки, зоопарк, дельфинарий. Путешественников, использующих Варну как базу для исследования северного побережья Болгарии. Ну что, друзья, вот таким насыщенным получилось наше путешествие по топ-10 лучшим морским курортам Болгарии этого сезона. Надеюсь, этот подробный разбор поможет вам сделать свой идеальный выбор.
А сейчас давайте подведем некоторые итоги, и я поделюсь с вами несколькими важными практическими советами. Однако, чтобы ваш выбор был на 100% взвешенным, и чтобы вы были готовы к любым возможным нюансам, я считаю важным поговорить не только о плюсах и минусах конкретных курортов и о некоторых общих особенностях отдыха в Болгарии и в целом. Ведь моя главная задача – помочь вам получить от поездки максимум удовольствия и избежать возможных разочарований. Давайте будем реалистами. Не существует идеальных стран для отдыха, которые подходили бы абсолютно всем без исключения, и Болгария не исключение. Итак, какие общие моменты стоит принять во внимание? Первое. Визуальное ожидание или эффект Мальдив. Болгария – это чудесная европейское побережье Черного моря с его неповторимым очарованием. Золотистые или темные лечебные пески, живописные скалистые бухты, зелень лесов, спускающихся к воде. Но если ваша мечта – это картина из рекламы тропического рая со слепительной бирюзовой водой, коралловыми садами или пальмами до самой кромки воды, то важно понимать, Черное море предложит вам другую красоту, более сдержанную, но не менее притягательную. Это не умаляет прелести болгарских курортов, просто это другой тип отдыха, другой визуал. 2. Стабильность и уровень сервиса. За последние годы сфера услуг в Болгарии сделала огромный шаг вперед. Во многих отелях, ресторанах, особенно на популярных курортах, вы встретите качественный и дружелюбный сервис. Однако, как и в любой другой стране, человеческий фактор играет роль. И иногда можно столкнуться с обслуживанием, которое может показаться недостаточно быстрым или не таким отполированным, как в странах с десятилетиями отточенной системой люксового туризма. Но чаще всего болгарское гостеприимство и искреннее желание помочь сглаживают любые мелкие шероховатости. 3. Инфраструктура за пределами крупных городов. Те курорты, которые мы с вами рассмотрели, в большинстве своем обладают хорошо развитой современной инфраструктурой. Но если вы планируете самостоятельные путешествия вглубь страны или выбираете для отдыха очень маленькие, аутентичные поселки, будьте готовы к тому, что состояние некоторых дорог или общественных объектов может быть проще, чем в крупных туристических центрах. Это добавляет колорита, но требует определенной готовности. 4. Выраженная сезонность черноморского отдыха. Болгарское побережье дарит прекрасный пляжный сезон, но он довольно четко очерчен. С июня по середину, иногда до конца сентября. Июль и август – это гарантия жаркой, солнечной погоды и теплого моря. Если же вы планируете поездку в мае или октябре, то полноценный пляжный отдых с ежедневным купанием может быть под вопросом из-за более прохладной и переменчивой погоды. Также имейте в виду, что многие сезонные заведения и активности в небольших курортных местах сворачивают свою работу с окончанием основного потока туристов. Конечно, все эти моменты – это не повод отказываться от поездки в такую гостеприимную и красивую страну, как Болгария. Наоборот, это те самые нюансы, зная которые вы сможете еще более точно и грамотно спланировать свое идеальное путешествие, выбрать наиболее подходящее для вас место и время, и таким образом избежать любых неприятных сюрпризов. Ведь, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. А теперь, когда у вас есть полная картина, включая и наш детальный разбор курортов и эти важные общие моменты, давайте подведем некоторые итоги по ценам и доступности в этом сезоне. А затем я поделюсь с вами очень важными практическими советами, которые сделают ваш отдых еще комфортнее. Выводы по курортам. Самые доступные курорты по стартовым ценам на жилье в этом сезоне. Приятно удивила Бяла. Здесь можно найти варианты от 18 евро за ночь. Также доступны цены в новом городе Несебра от 21 евро и в Варне от 27 евро. А если вы ищете абсолютный бюджетный минимум и готовы к размещению подальше от моря, то на Солнечном берегу можно найти апартаменты даже от 13 евро через сервисы вроде Airbnb. Самый дорогой или премиальный курорт. Традиционно самым высокобюджетным курортом остается Албена, где стартовые цены на проживание даже только с завтраком начинаются от 100 евро. Однако отмечу, что система «Все включено» в Албене в этом году стала доступнее, чем в прошлом. Несколько слов об All Inclusive. В этом сезоне цены на «Все включено» показали рост на многих курортах. Например, в Поморье стоимость такого пакета довольно высока – от 185 евро. В это время как на Солнечном берегу можно найти вариант от 100 евро. В той же Албене от 109 евро. Всегда сравнивайте, что входит в пакет и насколько он вам действительно нужен. Общие рекомендации по бронированию жилья в Болгарии. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов при бронировании. Раннее бронирование – ваш лучший друг. Все цены на жилье, которые я приводила в этом видео, актуальны на момент раннего бронирования, то есть до начала активного сезона. Отели с хорошим соотношением цены и качества, особенно популярные, часто раскупают еще с зимы или ранней весны. Постоянные клиенты. Многие европейские туристы, да и не только, годами ездят в одни и те же проверенные отели и выкупают номера заблаговременно. Это обычная практика.
Риски позднего бронирования. Если вы решите бронировать жилье непосредственно перед поездкой, особенно в пик сезона с июля по август, будьте готовы к тому, что цены могут быть значительно выше, иногда и в 1,5-2 раза. И главный вопрос, будут ли вообще свободные места в хороших отелях. Поэтому, если есть возможность, планируйте и бронируйте заранее. Финансовые и практические рекомендации для отдыха в Болгарии. Валюта. Национальная валюта Болгарии. Болгарский лев. Удобно для запоминания. Грубый курс 1 евро – это примерно 2 лева. Точный курс около 1,955 лева за евро. Банковские карты. Смело используйте банковские карты международных систем Visa, MasterCard. Практически все магазины, рестораны, кафе и даже многие такси принимают карты к оплате. Если где-то отказываются принимать карту без внятной причины, например, технический сбой терминала, возможно, стоит насторожиться и выбрать другое место. Перед поездкой уточните в своем банке условия конвертации и возможные комиссии, если ваша карта открыта не в евро. Обмен валюты. Для мелких расходов рекомендую иметь при себе немного наличных евро, которые вы легко обменяете на левы уже в Болгарии. Важно, меняйте деньги только в банках или лицензированных обменных пунктах. Часто они есть в крупных торговых центрах. Никогда не меняйте деньги с рук на рынках или у случайных людей. Это почти гарантированный способ быть обманутым. Такси и общественный транспорт. Такси. Старайтесь не пользоваться услугами таксистов, которые ловят клиентов на улице, у вокзалов или в туристических местах. Рискуете переплатить втридорога. Поездка всегда должна осуществляться по таксометру, и водитель обязан выдать вам кассовый чек. Чтобы избежать неприятных сюрпризов с маршрутом, можете следить за ним по навигатору в телефоне. Например, средняя поездка по Варне обычно обходится в районе 4-5 евро. Надежнее всего вызывать такси по телефону через сайт или мобильные приложения местных таксомоторных компаний. Общественный транспорт. В городах и между курортами развит достаточно хорошо. Например, билет на автобус Варна, Солнечный берег от 8 евро. Мобильная связь и интернет. Роуминг ЕС. Если вы приезжаете из стран Европейского Союза, ваша домашняя сим-карта будет работать в Болгарии по правилам европейского роуминга, то есть без дополнительной платы за звонки, СМС и интернет в рамках вашего тарифа. Для жителей Украины. Многие украинские операторы также предоставляют выгодные условия роуминга в странах ЕС, включая Болгарию. Уточните у своего оператора перед поездкой. Болгарская сим-карта. Если вам все же не нужна местная сим-карта, выбирайте предоплаченные варианты. Они обычно стоят от 10 до 40 левов и включают определенный пакет услуг. Приятный бонус. Срок действия такой карты часто составляет 1 год с момента последнего пополнения, так что ее можно будет использовать и в следующую поездку. Для покупки может потребоваться паспорт. Искать их лучше в официальных офисах мобильных операторов Viva.com, A1, Etel, так как в обычных сувенирных лавках они могут быть в дефиците или с наценкой. Путешествие на своем автомобиле. Виньетка. Для проезда по большинству дорог Болгарии, за исключением городских, необходимая виньетка. Настоятельно рекомендую купить ее заранее онлайн на официальном сайте или сразу при въезде в страну на границе или крупных заправках. Обязательно в машине. Проверьте комплектность аптечки и срок годности огнетушителя. В машине должны быть светоотражающие жилеты для всех пассажиров. Зеленая карта. Международный страховой полис «Зеленая карта» с покрытием всех стран вашего транзита и Болгарии обязателен. Соблюдайте правила дорожного движения. Полиция активно следит за дорожным движением, особенно в летний сезон. Штрафы могут быть существенными. Аренда автомобиля. Рынок аренды авто в Болгарии хорошо развит. Много как международных, так и местных прокатных компаний. Цены конкурентные. Можно найти варианты от 29 евро в сутки в этом сезоне. Возрастные ограничения. Учтите, что многие компании взимают дополнительную комиссию. Если водителю меньше 25-30 лет, уточняйте у конкретной компании. Или старше 65-70 лет. Итак, мы с вами подробно рассмотрели лучшие морские курорты Болгарии, каждый из которых по-своему прекрасен и уникален. Уверена, среди них вы точно найдете тот, который станет идеальным именно для вас. Где вы видите свой отдых этим летом? На золотистых пляжах Албены, целебных объятиях Поморья, в исторической атмосфере Несебра или в ритме большого города, как Варна или Бургас? А может, вас привлекла тихая Бяла или элегантный Световлас? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой курорт вам приглянулся больше всего и почему. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!